Всем привет! Сегодня на моем столе очень интересная клавиатура, своим маунтом и своей неоднозначностью. Технически это можно назвать большим провалом дизайнеров и качества производства. И в это же время она имеет по-настоящему запоминающийся внешний вид, который действительно хорош собой. Но ради этого пришлось поплатиться звуком. Рамы зачастую делали спорные клавиатуры, которые я не могу назвать хорошо звучащими. Однако все клавиатуры, которые выходили из-под них, действительно запоминаются за счет своего дизайн-лэнгвиджа. Но начнем издалека, так как Рама славится явно не только своими клавиатурами, но и довольно сомнительной репутацией. Это видео будет длинным, с зачитыванием писем и прочего, поэтому я сделал тайм-коды, чтобы вы могли скипать информацию, которая вам может показаться скучной. RamaWorks — это австралийская компания, основанная в 2016 году. Специализировалась она, как ни странно, на роскошных кастомных клавиатурах, которые имели эстетику современного промышленного дизайна, как собственная клавиатура, о которой пойдет сегодня речь. Дебютной, если можно так сказать, клавиатурой стал Macropat M10A. Их было всего 30 штук, и уже в тот момент стало понятно дизайн направления будущих клавиатур. Первой же полноценной клавиатурой Rama стал M65A, которая из особенностей имела толстые рамки и Integrated Plate, что дает нам понять, что это, вряд ли хорошо звучит, зато стиль имеет. Уже начиная с этой клавиатуры начались жалобы на контроль качества, в дальнейшем я буду его именовать QC, и некоторые проблемы с печатными платами, хотя в данном случае это не особо имеет значение. Скорее это связано со знаменитым качеством австралийской мануфактуры, из-под которой все это выходило. Тот же термал совершенно не отличается даже в сравнении с нынешними бюджетными клавиатурами своим качеством. Ни в обработке, ни в качестве анодирования эта клавиатура не выигрывает. Но зато ценник в миллиард евро-баксов нарисовать не забыли. Перейдем к первым проблемам с поставками. Предзаказ на клавиатуру M65B был открыт в 2019 году, а первая доставка случилась только в 2021. И при всем при этом люди, получившие клавиатуры, жаловались на их качество, дефекты и прочие проблемы с подгонкой в том числе. А клавиатура, попрошу заметить, стоила около $400 в самом дешевом варианте. Клавиатуры доставили полностью только в 2023 году. Это указывает на то, что процесс шел не так гладко. Сам бренд вышел с официальным заявлением и обвинил в таких задержках недостаток упаковки и цепочки поставок. К примеру, отгрузка Iced версии M65B началась лишь весной 2022 года. А дальше начались уже реальные проблемы. И вот они слева направо. M65C, M60B, U80B и Kara CQ2. Заказы на эти клавиатуры не перешли в стадию доставки спустя 2 года после начала закупок. Не было никаких прозрачных обновлений. Участников попросту игнорировали и ограничивали любую обратную связь, тем фактом, что удаляли комментарии о данных проблемах. Ну и в тот же период был затронут термал. Анонсирован он был в 2019 году, и шипалось это все также невероятно долго, до 2023 года. В августе 2022 Rama публикует информацию о задержках, вызванных юридическими проблемами в цепочках поставок. Однако уже к концу следующего месяца сообщается о том, что клавиатуры начали производиться, и доставка будет осуществлена в 4 квартале 2022 года. Итог клавиатуры добираются до склада в Мельбурне только в 2023 году. И начнут отправляться к покупателям лишь в середине января. В это же время неожиданно обнаруживаются проблемы с резонансом клавиатур, из-за чего ко всем заказам добавляются демпфирующие проставки, которые изначально не входили в планы. Но это была не единственная проблема. QC насмех был проведен успешно, и некоторые клавиатуры имели сколы, поцарапанные платы и прочее. Конкретно в том случае, о котором я говорю, Rama предложил замену только платы, так как корпус в пределах стандарта QC. Забавным также является история с отличием цветов термал. Rose Gold имеет слишком большое расхождение с цветами, показанными на рендерах. Это не прям ужасно, но это совершенно не то, чего ожидали пользователя. Ну вы знаете этот стандарт QC, почти корейский осток, который как бы считается идеальным состоянием. Да, и стоил термал в свое время $600. Ответы тому пользователю, кстати, растягивались на недели. Ладно, не только тому пользователю. Большинство отзывов жаловались на отсутствие реакции службы поддержки. Многие тикеты оставались без ответа годами.
В том же периоде происходили серьезные чистки в соцсетях рама с блокировкой пользователей и отсутствием публичных объяснений по задержкам. Мы поговорим о последующих драмах, когда я немного расскажу о клавиатуре. Думаю, и так достаточно задушил вас ненужной информацией. Поэтому самое сладкое останется напоследок. Говоря откровенно, из всех клавиатур рама, клавиатура серии Thermal остаются самыми дизайнерски интересными проектами, благодаря своему невероятно запоминающемуся виду. Но да, стоит отметить, что Thermal делал не Ренан. Ренан это, ну вы знаете, это владелец рама, а Вилба. Так что это клавиатура Вилбы, но сделана она, по сути, под рамой. Говоря откровенно, из всех клавиатур рама, клавиатура серии Thermal остаются самыми дизайнерски интересными проектами, благодаря своему невероятно запоминающемуся внешнему виду. И эту клавиатуру невозможно спутать абсолютно ни с чем. Лишь однажды, увидев Thermal, вы вряд ли выкинете его из головы. Кому-то нравится Thermal, кто-то недолюбливает его за его дизайн. Это дело преференсов. Но отрицать, что эта клавиатура по-своему уникальна, действительно сложно. Клавиатура имеет достаточно жирные безели с ребрами, через которые видно плейт. Выражусь, наверное, некорректно, но это сэндвич маунт с лифспрингами, хотя вроде все правильно. Плейт имеет PVD покрытие, за счет чего блестит между кейкапами и создает приятную линию между частями корпуса. Сама клавиатура очень угловатая и подчеркивает эту угловатость фасками и резкими углами. На задней части нас встречают длинные силиконовые ножки, которые делают вид клавиатуры более необычным. Это, с одной стороны, сомнительное решение с точки зрения звука, потому что в основном клавиатуры на длинных ножках звучат хуже, но в то же время визуально это выглядит просто восхитительно. Возможно, кстати, благодаря ним Thermal не так сильно звенит, как мог бы, если бы здесь, к примеру, были прыщи или бампоны в простонародье. Во втором Thermal, кстати, будут скуф ножки. Вот что я точно знаю. Но вот это выглядит реально круто. Я ему это прощаю, это заслуженно. Повторю еще раз. Дизайн клавиатуры разрабатывал не Рама, а Вилба, который также известен за счет огромного количества печатных плат, которые он делал для клавиатуры, и клавиатуры, которые он сделал самостоятельно. К примеру, Salvation, Zephyr, Jubilee, Redemption и, соответственно, Thermal. Стилью Thermal является современный промышленный дизайн, массивные радиаторные боковые панели и прямые углы. И в целом, да, со своей изначальной идеей клавиатура полностью справляется, давая понять юзеру, о чем эта клавиатура с первого взгляда. Батарея. Но также здесь достаточно уникальная система крепления, потому что это Leaf Spring Plate Mount. Плейт сделан так же, как и под классический сэндвич, но с одной особенностью, которая дает, наверное, самый равномерный флекс из всех возможных. Дело в том, что на плейте размещены вырезы, которые помогают клавиатуре равномерно прогибаться, но при этом создавая ощущение мягкости, как это обычно бывает с клавиатурами на маунтах с таким же названием. Плейт крепится на 4 винта, которые по большей части действуют в качестве способа фиксации и центровки сэндвича. Сам же плейт, в свою очередь, зажимается между двумя частями корпуса. Думаю, стоит еще поговорить о дизайнерских деталях, которые хоть и не самые заметные, но тоже достаточно крутые. Так, к примеру, на всех винтах, которые используются в этой клавиатуре, по классике имеются гравировки с их спецификацией, как и, в принципе, у всех клавиатур рама. Внимание к деталям, пожалуй, очень важная часть и отличительная черта бренда. Все эти брендированные винты, упаковки и множество аксессуаров действительно создают оболочку и добавляют клавиатурам очков стиля. Внутри клавиатуры вас не встретит никакой вес, однако есть вырез под печатные платы, которые имеют стандартный разъем по типу GH60. Что тоже я могу назвать достаточно интересным решением. Раз уж я в большей степени рассказал о дизайне клавиатуры, стоит поговорить о ее маунте более подробно. Клавиатура имеет все же не самый адекватный маунт по некоторым причинам, из-за чего пришлось придумывать проставки и способы сделать так, чтобы у клавиатуры не было резонанса. Во-первых, призвук от маунта будет неизбежным, если у вас гнутый плейт. В данном случае будет пинг от плохой стыковки корпуса. Плейт действительно можно легко деформировать из-за общей конструкции, хоть и сложнее плейтов Giona в F1 и F2. Но и сделать его иначе в Thermal просто не получается, потому что от этого пострадает вся суть клавиатуры. Самое простое, что можно сделать, и что было сделано с Thermal, который у меня на руках, это Force Break. Если более системно подходить к данному вопросу,
то тут уже, как по мне, можно разве что поменять материал плейта, сделав его, к примеру, поликарбонатным, чтобы как таковая деформация плейта не имела настолько серьезный эффект. Хотя, с другой стороны, это полностью убивает ее суть. Пострадает и визуал, и звук, и ощущение тайпинга. А кейфил здесь все-таки выдающийся на фоне всего вышеперечисленного. Думаю, будет ошибкой не затронуть качество данной клавиатуры. И, честно говоря, это довольно позорненько. Не буду сильно жаловаться на нодирование, потому что оно здесь еще более-менее терпимое. Но что касается качества обработки металла и цены, за сколько весь этот комплекс удовольствия обходится, то это довольно смешно. А нодирование с зерном и посредственный машининг — это все, что я могу сказать. Были бы термалы сделаны на нормальном заводе, цены бы этой клавиатуре не было. Потому что, забегая чуть вперед, мне правда понравился звук от этой клавиатуры и ощущение от ее тайпинга. Она буквально выступает чем-то средним между мягким маунтом и топ-маунтом. Его нельзя записать ни в одну из категорий. Он не громкий, но и не слишком тихий. И я предполагаю, что это лучший из термалов, что есть в РФ. Так как я знаю о других, и то, что я о них слышал, все-таки несколько расходится с моими впечатлениями. Шок, термал не звенит и очень круто флексит. Звук тут, конечно, не самый выдающийся, но мне было действительно приятно на нем печатать. Но, к сожалению, за счет конченного качества самого завода и конченного QC, такой опыт, к сожалению, получит единицы. Окей, вернемся к буллингу Рамы и его драматичной истории. В 2021 году из компании уходят Кейт Хоу и Вилба. Причем Кейт не просто покинула бренд, она попутно основала Хиби совместно с Тоддом Херси, который тоже в тот момент покинул Rama Works. Хиби специализируется на клавиатурах и различной атрибутике к этим клавиатурам. Не буду вникать в подробности, но скажу проще. Вильбур и Кейт были теми, кто были ответственны за продуктовый дизайн, из-за чего как таковое существование Rama Works оказалось под угрозой. Поэтому в отчаянных попытках дэмэдж-контроля Rama подал судебный иск против Кейт, обвиняя ее в копировании интеллектуальной собственности и работе с поставщиками и дизайнерами, с которыми были связаны Rama Works. Но и это была не единственная причина. Кейт и Rama были в долгих отношениях, и буквально весь 21 год проектами занималась Кейт, пока Rama занимался всем, кроме работы. Забавным можно отметить и тот факт, что не прошло и 2 дней после броукапа, как Rama начал публиковать хвастливые фотографии со своего роскошного образа жизни, и что еще важнее, новой партнерши. Стоит также отметить, что после ухода Кейт и Вилбы Rama Works по-прежнему запускал новые грубаи, но только на лайфстайл товары. Какую-то одежду, чехлы для зажигалок, бейсбольную биту, шахматы и ручки. И при этом они ничего не рекламировали. Просто процитирую одного из участников Грубая с максимально понятной и оправданной реакцией на это. У меня похожая ситуация. Эта шерсть наебала меня на 80B и кикапы Кейт, капс CQ1. Даже для кикапов прошло уже больше 2 лет. Я бы понял, если были проблемы с поставками или с самим продуктом. Но меня расстраивает отсутствие коммуникации. Но при этом эта хуйня продолжает делать посты в соцсетях с тупой уткой ебаной битой. И один дополнительный штрих для вас. Изначально кейкапы Caps CQ1 назывались Kate Keycaps. Ну, теперь в целом понятно, почему это название было изменено. На самом деле, всем, думаю, ясно, что в данном случае Rama преследовал личные мотивы, и его вряд ли хоть как-то беспокоила судьба умирающей компании. Он даже распродал свои личные активы, чтобы содержать дело. К примеру, он продал свой McLaren 765 LT, но эта информация может быть неточной. Этот момент можно считать отправной точкой в бездну, поскольку Кейт и Вилба были основной движущей силой проекта и основной командой. А теперь давайте послушаем, что сказал Rama насчет данных событий в своем сообщении к комьюнити. Каким же был этот путь за последние 9 лет? Начиная Rama Works как хобби в последний год университета, 2015, с первым продуктом, раскрашенным CNC кейкапом, примерно 30 штук. Проданным только через GeekHack, я приобрел много друзей и встретил многих вживую. Тогда же я спроектировал свой первый макропад M10, а потом M4, Exent, M65A, Koyu, M60, U80, M65B и множество других. После успешных запусков M65 и M60 я в 2020 году вложился в офис и начал расширение команды. Через год нас было уже 13 человек.
В 2021 году меня предали самые близкие люди в индустрии, которым я так много помог. Они тайно подрывали мою репутацию, бизнес и цепочку поставок. Порочащие слухи и ложь распространялись организованно, и многие слепо в них верили, распространяли по всему миру. Это затянуло меня во тьму. Как я мог защитить себя от этих глобально распространенных лживых историй? Меня постоянно очерняли люди, которые меня даже не знали. Я стал отшельником, удерживаясь за свою правду. Я решил бороться в суде, где справедливость, честность и совесть важнее, а не в суде общественного мнения. К сожалению, мое уважительное молчание дало этой лжи распространиться и закислить ситуацию. У меня хватает самоуважения и веры в карму, чтобы не разрушать чужую репутацию и не распространять ложь. Прошлый год стал самым тяжелым и мрачным. Бесконечные преследования, травля и понимание того, как лживый дискурс распространялся. Людям, участвующим или потворствующим травле, стоит серьезно задуматься о последствиях их действий. Сначала сроки для достижения справедливости казались ясными и выполнимыми, но мы ошиблись. Из-за юридических процедур и пандемии то, что должно было занять несколько месяцев, растянулось на 2 изнурительных года. Это был невероятно утомительный процесс с массой доказательств и документов. Мы ожидали вердикт в декабре 2023 года, после финального слушания в сентябре 2023 года. Но до сих пор решение не вынесено, и это задерживает публикацию публичного заявления, что фрустрирует не только RamaWorks, но и наших клиентов, друзей и близких, которые заслуживают знать правду. Мы с нетерпением ждем вынесения решения, за которое боролись усердно и конфиденциально. Надеюсь, это наконец закроет эту гнетущую главу. Как же я мечтал вернуться к моменту, когда все было просто, я и мои дизайны, без отвлечений. Когда дизайн был моим убежищем, но как бизнесмен я столкнулся с множеством проблем, которые отвлекают от творчества. Множество отвлекающих факторов и задач. Тем не менее, я счастлив, что могу создать рабочие места и развить этот бизнес. Решение начать судебное дело я принимал тяжело, понимая его последствия. Как дизайнер и владелец, я верю в свои права и готов их защищать. То, что мы как дизайнеры создаем, наше наследие, и его нельзя терять и использовать беззаконно. Несмотря на все сложности, этот опыт стал для меня уроком личностного роста и устойчивости, которые можно получить только через брачный опыт. Любая компания неизбежно сталкивается с проблемами. Это универсальная правда в бизнесе. Золото куется в огне и характер человека в трудностях. Расширение бизнеса в Австралии оказалось сложным. Географическая изоляция создает задержки с импортом и экспортом. Возврат дефектных товаров требует переотправки, оплаты и дополнительных расходов. RamaWorks действительно упала. Нет, мы уже не там, где были 2 года назад. Мы далеко от того, где хотим быть, но мы усердно работаем над каждым продуктом, и я лично готов справляться с этими вызовами. У нас в Мельбурне все еще 9 преданных сотрудников, и мы все так же работаем со склада, с которого начинали этот путь. Я горжусь всеми достижениями и дизайнами, которые сделали для сообщества, начиная с этого хобби. Я искренне жду момента, когда мы преодолеем сложности и вернем RamaWorks туда, где он был, и даже выше. Я никогда не стоял на месте, за кадром уже идет много работы и коллабораций, которые скоро выйдут. Спасибо всем, кто верил в меня и в то, что я создавал 9 лет назад. Спасибо тем, кто не судил слепо. Спасибо тем, кто поддерживал меня в самые тяжелые времена. Спасибо друзьям, семье и нашим постоянным клиентам. В сердце ночи рождается новый день, и с его светом исчезают тени прошлого. Рама. С любовью. Ауф. Как же сладко он стелет. Он очень смешно дэмэдж-контролит ситуацию. И как же он уверен, что он во всем прав, и он такой молодец. Просто временные трудности там, логистика, хуистика, поебистика и прочее. Но в ответ на это письмо отвечает Вилба на Reddit. Разумеется, Вилба встает в данной ситуации на защиту Кейт и пишет вот такое письмо под одним из постов на Reddit, которое я, пожалуй, полностью вам озвучу. Привет, Рама. В 2021 году, когда ты весь день проводил шопинги с своими Nepo Baby друзьями, Кейт фактически управляла твоим бизнесом, потому что тебе было не до этого. Даже после того, как вы расстались, Кейт продолжала работать на RamaWorks до тех пор, пока ты не сделал это невозможным. Она ушла и обосновала Хиби, чтобы продолжать делать вещи для клавиатурного сообщества. Она начала выпускать металлические кейкапы, а ты подал на нее в суд, утверждая, что она использует интеллектуальную собственность RamaWorks. Тебе казалось, что ты сможешь заставить Кейт сразу закрыть Хиби через юридическое давление, но поскольку она ничего не нарушила, она защищалась. То, что ситуация длилась так долго, только потому, что ты продолжал тратить кучу денег на судебное дело, которое в случае вашей победы тебе ничего бы не дало. Это всегда было про желание наказать Кейт.
Никакого удара в спину не было. Все, что сделала Кейт, это ушла от тебя и RamaWorks и основала Hibi. Твои юристы запросили каждый ее чат с дизайнерами и поставщиками. Был судебный процесс, твой адвокат разбирал текстовое сообщение, которое она вела с поставщиками и дизайнерами. Ни одного плохого слова про тебя и RamaWorks не найдено. Ни одного примера, где Кейт говорила кому-то не работать с тобой, а перейти к ней. Обвинение в использовании интеллектуальной собственности RamaWorks сведено лишь к копированию размеров стема кейкапа. Как будто бы это что-то строго конфиденциальное, а не базовая особенность, определяющая, подходит ли кейкап к свитчу. Ты решил подать в суд только потому, что у тебя есть деньги, и ты хотел уничтожить Hibi и нанести эмоциональный и финансовый удар по Кейт. Именно юридическое дело стало той причиной, из-за которой твоя репутация рухнула. Подача иска против Кейт была попыткой разрушить ее репутацию и распространить о ней ложь и нанести вред. Ты говоришь о уважительном молчании, но продолжаешь пустить фейки о том, что тебя травят. Тебя никто не травит. У тебя просто есть несколько тысяч клиентов, которые 2 года ждут свои продукты. Блять, я тебя нахуй разъебу. Люди жалуются на отсутствие обновлений, в то время как ты выпускаешь новые продукты, которые никому не нужны. Люди смеются над тем, насколько ты заблуждаешься, думая, что кто-то хочет купить твои продукты ради тщеславия. Это не травля. Клиенты, выражающие гнев, это не травля. Судебная баталия с Hibi не имеет отношения к обязательствам RamaWorks перед ее клиентами. Даже если суд вынесет решение в твою пользу, клиентам все равно. Их репутация не изменится, и никто больше не будет доверять тебе настолько, чтобы делать предзаказ. Твоя фаза беспечного веселья окончена. Теперь начинается фаза получения результатов. Мяу. Я считаю это сильным и исчерпывающим ответом на все закидоны Ренана. С учетом того, что клавиатуры на тот момент уже отправлялись с огромными задержками или не отправлялись вовсе. Давайте поговорим о результатах данной деятельности. Все клавиатуры, вышедшие под RamaWorks, имели сомнительное качество звучания, и это несомненно правда. Но я должен отметить некоторые моменты. Разумеется, дело еще и в том, что он начинал очень рано. 15-й год был голодным до клавиатур, поэтому в целом хай-эндовость этих клавиатур можно понять. И выстрелил, как ни странно, в ковидные времена, когда люди сидели по домам. Спросив кого угодно в то время, какую клавиатурную компанию они знают, они бы безусловно ответили Keycult и Rama. В Rame определенно есть те детали, за которые эти клавиатуры можно считать эндгеймовыми. И я бы даже сам хотел себе что-нибудь в коллекцию, в назидание о компании, которая больше никогда не сделает клавиатур. Так называемая фаза получения результатов в итоге имеет следующую неутешительную картину. Общий объем долга около 5,6 миллионов долларов, из которых активов компании при закрытии было лишь 9,5 тысяч долларов. Ожидающих клиентов 6 тысяч человек, приблизительно. Ушел ли Rama безнаказанным? Можно сказать, что да. 10 февраля 2024 года была подготовка к коллективному иску. В вопросе было определено, что задолженность составляет 68 587 долларов на 107 из запросов. В среднем $641 на человека. Из них 71% запрашивали возврат денег. И, конечно же, никто не получил денег и клавиатур. Ну и не будем забывать, что пострадавших куда больше. Это где-то 6 тысяч человек. Этот человек живет в роскоши, и как было сказано Вилбой про его непо-бэйби друзей, не стоит думать, что это белый пушистый Ренан, которого обидели и кинули все, кто мог. Нет, это явно не так. То он покупает Мерседесы и куртки Макларен за деньги компании, при этом последние периоды компании попросту не выплачивает зарплаты сотрудникам. Долг конкретно в отношении клиентов где-то 2,8 миллиона долларов, но, к сожалению, точных цифр, подтверждающих этого, нет. Коллективный иск действительно обсуждается, и все находится на этапе подготовки группы. Думаю, есть смысл немного почитать, что на все это сказали Rama и к реакции покупателей перед переходом к завершению этой драмы. В последние месяцы RamaWorks стало известно о публичных высказываниях, касающихся ухода одного из сотрудников компании и его влияниях на нашу деятельность. Как вам, возможно, известно, RamaWorks подала иск в Федеральный окружной суд Австралии против бывшего сотрудника. Поскольку судебное разбирательство все еще продолжается, RamaWorks считает неуместным делать публичные заявления по этому делу из уважения к судебной системе, за исключением краткого изложения, приведенного в этом объявлении. RamaWorks также осведомлена о публичных обсуждениях задержек заказов и будущих продуктовых линеях. Множество недавних событий, включая пандемию COVID-19, неизбежно вызвали перебои в цепочках поставок по всему миру.
Кроме того, за последние 12 месяцев команда RamaWorks была вынуждена прилагать значительные усилия для устранения проблем, которые, как утверждается, были вызваны определенным бывшим сотрудником. В числе прочего, это включало в себя трудоемкий процесс перекрестной проверки каждой единицы продукции до мельчайших деталей. В ряде случаев внутренний аудит привел к необходимости внесения исправлений и повторного производства заказов. Эти проблемы в основном уже решены, и заказы возвращены в график и будут доставлены как можно скорее. Мы хотим воспользоваться этой возможностью, чтобы заверить наших клиентов. RamaWorks продавала продукты добросовестно, имела намерение выполнить все обязательства и выполнит их в сроки, соответствующим отраслевым стандартам. Что касается продолжающегося судебного разбирательства, в общих чертах оно касается следующих обвинений в адрес бывшего сотрудника RamaWorks: ненадлежащее поведение в период работы в компании, хищение и удержание информации, принадлежащей RamaWorks, включая интеллектуальную собственность и конфиденциальные данные в конце срока трудоустройства, использование этой информации для разработки и продажи продукции в рамках конкурирующего бизнеса. Решение о подаче судебного иска было принято только после тщательного расследования поведения бывшего сотрудника и ни в коем случае не было импульсивным. Мы просим извинения за задержки, которые были абсолютно непредсказуемыми и вне нашего контроля. Мы понимаем, как это повлияло на наших клиентов, партнеров, поставщиков и других заинтересованных сторон, и искренне благодарим вас за терпение. Но забавно в этот же момент знать, какие комментарии они дают в переписках с клиентами по поводу сроков заказа, и, пожалуй, просто процитирую это. Как вы, возможно, знаете, компания RamaWorks в течение нескольких месяцев подверглась гнусной и изнурительной клеветческой кампании, которая привела к рассылке спама, агитации и бойкотам без каких-либо на то оснований. Это буквально завалило нашу службу поддержки. Да, получается, что все вокруг злодеи занимались гнусной клеветнической кампанией. Ну, блин, с кем не бывает. На это была получена вполне очевидная реакция от пользователей на Reddit. Оправдание. Удивительно, что они буквально не берут на себя никакой ответственности. Какое глобальное событие или катастрофу они будут обвинять в следующий раз? И это не разговор, а тот же самый скопированный текст, рассылаемый всем. Между тем, их обновление, похоже, путешествует назад во времени. Нет никаких веских причин, почему пластиковая клавиатура занимает в 2 раза больше времени для второго раунда. Да, я заметил ту же проблему с обновлениями Thermal. Когда-то они заявляли, что вся продукция и печатные платы готовы к контролю качества, а теперь им приходится тратить время, ожидая изготовления ПЦБ. Хуже того, они убрали временную метку для обновления Thermal. Эта компания больше не заслуживает доверия. Позвоните в компанию, выдавшую вам кредитную карту, чтобы отозвать платеж. Ну и давайте прям вот, чтобы полирнуть, вот 2 комментария, которые затрагивают все эти смешные товары, которые они начали выпускать после клавиатур. Вот за что, например, забанили одного из пользователей в соцсетях Рама. Мой ответ был определенно агрессивным и ребяческим. Я, по сути, сказал, что если они продолжат так играть с чужими деньгами, делая игрушечных уточек и летучих мышей, это в конце концов уничтожит их. Я также сказал, что Ренан одевается как подделка под Хью Хефнера, встречавшегося с Элтоном Джоном из магазина «Все за $1». Ренан, если вы не знали, владелец, он же основатель Рама, и настоящая шлюха, торгующая люксовыми брендами. Я просто покончил с ним или с ними. Я был поклонником с самого начала, поэтому, естественно, расстроен. И расстроен тем, как все обернулось в последнее время. Большинство комментариев к их постам негативные, но я зашел еще дальше и ничуть об этом не жалею. Что за хуйня, блядь? Я не забыл, о чем шла речь. Компания по итогу перешла к ликвидации 17 марта 2025 года. Давайте посмотрим, как наныл Рама в последнем посте, и послушаем, как на этот пост отреагировала Вилба, потому что это действительно вкусно читать. С 17 марта 2025 года компания ROH Pty Ltd находится в стадии ликвидации. В настоящее время прием онлайн-заказов приостановлен, поскольку назначенный ликвидатор проводит расследование. Я хочу воспользоваться этой возможностью и обратиться напрямую ко всем нашим клиентам, сторонникам, друзьям и членам семьи. Последние 4 года были невероятно болезненными не только для меня, но и для моих клиентов, сотрудников и близких, за что я искренне приношу свои извинения. Это был бурный период в моей жизни, полный неопределенности и испытаний, которые проверяли на прочность самую суть моей личности. Этот опыт, каким бы печальным он ни был, преподал мне бесценные уроки и способствовал значительному личностному росту. Теперь я яснее понимаю, что действительно важно. Ведение бизнеса по своей природе является сложной задачей,
особенно когда приходится справляться со стрессом, связанным с текущими расходами, усугубляемыми стремительно растущими тарифами на доставку, ненадежными сторонними поставщиками и должностными преступлениями сотрудников. Чтобы поддержать бизнес, я расстался с личными и сентиментальными ценностями, выбрав стойкость и честность вместо публичной защиты или жалоб. Во время этого процесса, в шоке и оцепенении, глядя в глубочайшую яму, я искал публичного примера человека, который бы заступился за меня и сказал: «Знаешь что? Нет, он этого не делал». Но не нашел. Я надеялся, что мой случай поможет другим, оказавшимся в подобной ситуации, не допускать торжества несправедливости. Мы должны построить общество, в котором невинность предполагается до тех пор, пока не доказано обратное, и где экономика обвинений не способна разрушить репутацию, карьеру и жизнь. Это вредит всем нам. Я буду работать с ликвидатором, чтобы предоставить все необходимое для завершения этой главы и двигаться вперед с высоко поднятой головой. Rama Works продолжит свою деятельность, поддерживаемая избранными дистрибьюторами, гарантируя долговечность продукции и видения. Только после бесчисленных испытаний можно выковать сталь. Я верю, что будущее будет прочнее, чище и осмысленнее, чем прежде. Я с нетерпением жду возможности вновь открыть для себя творчество, вдохновение и принять новые начинания. А пока я продолжу писать окончание этой главы с счастливым концом. До новых встреч, Рама. Ох, как же он уверен в том, что он молодец и капитальный красавчик. Рама просто дизельный еблан. И все его сладкие речи можно попросту игнорировать. Немного затронем момент в контакте с аудиторией. Пока люди годами ждут клавиатуры, этот уникум умудряется выпускать различный лайфстайл-мусор, дразня тем самым аудиторию, что все-таки является крайне оскорбительным. Ну и разумеется, закрытые комментарии во всех социальных сетях забивают еще один гвоздь в крышку гроба компании, которая уже является медийно мертвой. Думаю, довольно очевидно, что вряд ли хотя бы половина денег будут по итогу возвращены. Да и вообще хоть что-то возвращено. Интересно будет посмотреть на то, к чему приведут итоговые разбирательства. И вот сладчайший ответ Гигачада на Вилбе, который, пожалуй, поставит точку в данном деле. Привет, Рама. Rama Works сейчас находится в стадии ликвидации, и это полностью результат твоих собственных действий. Rama Works была распущена и переведена в ликвидацию, потому что ты не оплатил ее долги. Этот процесс был инициирован твоими бывшими сотрудниками, которые уволились после месяцев невыплаты зарплаты. Он был продолжен твоим производителем, который изготовил товары в кредит и не получил оплату. Ты обвиняешь сотрудников в производителей, но ожидаешь, что они будут работать бесплатно, пока ты живешь роскошной жизнью. Все решения привели к этой точке. Блять, да нахуй ты вообще решал что-то, блять. Все решения, которые привели к этой точке, принимал ты сам. Ты продолжаешь разыгрывать жертву, вместо того, чтобы взять хоть какую-то ответственность. Работа ликвидатора — продавать активы и расследовать твои действия. Они не на твоей стороне. Это последнее средство, чтобы спасти то, что осталось. Я с нетерпением жду, когда они раскроют ту правду, которую ты столько лет держал в секрете. Пидорюга, блять. Иди нахуй. Думаю, теперь я достаточно обсосал то, что в целом произошло, и стоит вернуться к клавиатуре, о которой я изначально хотел сделать простенький обзор, но вся эта история в итоге меня не оставила равнодушным. На этой клавиатуре я протестировал два вида переключателей, и оба билда мне по итогу нравятся. В качестве кейкапов на этой клавиатуре стоят GMK Crimson Cadet, второго раунда стабы Стоебисы, и первые переключатели, которые мне, пожалуй, нравятся больше всего, это сухие Cherry и Mix Nixie со свапнутыми пружинами и филмами. И здесь, к моему удивлению, они ощущаются куда интереснее браунов, которые стояли изначально. Они имеют текстуру и хорошо в данном случае ощущаются в клавиатуре, так как по своей сути призвуки в свече приглушают призвуки клавиатуры. Пожалуй, мне очень нравится этот билд на повседневной основе, так как и свич знакомый, но при этом нет такой сильной долбежки, как на лонгпольных свечах. Вторые свечи идеально подходят под красную плату и кейкапы, HMX TT Red. Красные гоночные свечи, которые просто великолепно матчатся. Плавные с лонгпольной долбежкой и без намеков на паразитные призвуки. Клавиатура с ними звучит сильно громче, чем на Никсе, и оно неудивительно. При этом появляется ощущение того самого флекса, так как удар в ботами значительно более жесткий. А флекс здесь ровно такой, какой должен быть, ни больше, ни меньше. И самое главное, что он максимально равномерен, чем, собственно, и славится эта клавиатура.
Напишите в комментариях, какой Switch понравился вам больше, потому что я все же считаю, что вариант на Никсе был круче. Он хоть и звучит не так громко, не так выразительно, но ощущается, как по мне, куда приятнее за счет вот этой шероховатости и прочего. И, в принципе, я обожаю черри-переключатели, что вы мне сделаете. User Experience у меня получился очень плотным, и я использовал эту клавиатуру на протяжении 2 недель, ежедневно. Ранее я не очень позитивно относился к термалу и считал его дорогой погремушкой, даже скорее тазиком эмалированным. Но, наверное, со временем и за счет изменения предпочтений могу сказать, что эта клавиатура мне очень нравится. Он необычно выглядит на столе, у него самые необычные ощущения от тайпинга из всех клавиатур, которыми я пользовался, и это явно та клавиатура, которой должно быть место в коллекции. И плевать, чего она у кого там звенит, это та клавиатура, которую можно отчасти назвать легендарной. До TikTok Marshmallow этот билд, конечно, не дотянул, но все же эта клавиатура точно мне запомнилась. Да, она технически не идеальна. У нее грубовато анодирование, обработка, но это ни в коем случае не отпугивает меня от нее, потому что, как бы я ни ругал клавиатуры рама, потому что даже та мелкая деталь в виде винтов с гравировкой греет душу. К сожалению, у меня не было возможности посмотреть на новую запакованную клавиатуру, так как эта клавиатура принадлежит одному ижевскому клавиатурному психопату. Правда, другой психопат чуть-чуть отодрал коробку, но ничего страшного. Но и упаковка — это то, за что можно заплатить, так как у RamaWorks это настоящий праздник и сервис, где все разложено по пакетикам в красивой коробке, которую потом будет не стыдно поставить на полку. Все эти клавиатуры, которые выпускались, были по-настоящему уникальными и представляли то, чего явно нет у других. С этим количеством новых клавиатур, которые все друг на друга похожи, я это, по правде сказать, ценю. Идентика бренда — это то, о чем я говорил в видео про Gehirn, и повторю снова. Это то, что отличает очередную клавиатуру от других. Мне, разумеется, не очень близки дизайны рамы, и в какой-то степени они мне даже не нравятся. Но я не могу отрицать тот факт, что эти клавиатуры по-настоящему сильны в том, за что их покупают. Уникальность. Ну и еще пару слов о том, чем все это закончилось. Пока рама оказывается безнаказанным, и это плохой кейс. Я все же верю, что получится организовать коллективный иск и получить в итоге свои деньги назад. Мне отчасти обидно, что данный корабль пошел ко дну. Все держалось на Wilby и Кейт, но в то же время я рад, что они пошли по своему пути. Hibi выпускает достаточно необычные и в целом успешные коммерческие клавиатуры. Следит за их качеством, и в целом никаких проблем о них я не нашел. На сегодняшний день, если бы клавиатуры выходили в таком же виде, как выходили у Rama, мне кажется, они были бы не очень конкурентоспособны, с учетом заполнения рынка достаточно недорогими и необычными клавиатурами. Но в то же время не стоит забывать, что это хобби впечатлений, а не скупой рациональности. И думаю, каждый сделает свои выводы. Говоря о Wilby, можно сказать, что уже были проданы термалы второй версии, в которой добавили вес и заменили длинные ножки на скуфы. Теперь термал не просто ведерко без веса, а с куском латуни во внутренней части, и, по идее, были решены технические проблемы, которые были у первого термала. Но производится этот мега-девайс теперь в европейских подвалах. Так что качество может оказаться еще хуже. Спасибо тем единицам, которые посмотрели видео до конца. Правда, вы сверхлюди. Разумеется, местами я мог чего-то не договорить или что-то неправильно понять, так как пласт информации настолько большой, что я мог что-то попросту не заметить или упустить. Но, надеюсь, этого не сделал. Если вам понравилось это видео, то рекомендую вам также посмотреть видео про Gehirn. В завершении скажу так. You can't spell drama without drama.